Что-то странное, ребята. Мы тут до сих пор кассу никакую не нашли. То просто все куда-то идут. Ой, ничего непонятно, сейчас будем разбираться. Ну что я могу сказать? Сочетание цветов тут просто потрясающее. Я вот просто обожаю такие деревья. Касс по-прежнему не видно. Здесь очень много народу, очень красиво, много всего интересного, но я так и не поняла, где музей. Так, вот мы нашли какой-то вход в музей. Тут все берут бахилы. Сейчас мама возьмем. Так, вот такой вот вход тут необычный. Идем. Ну, слушайте, ребят, это просто вторая Айя София. Сходить вообще обязательно надо. Я не поняла, почему сегодня бесплатный вход, то ли он всегда бесплатный, то ли сегодня, может, праздник какой-то, я не знаю. Но красиво очень. Вы знаете, все просто ходят такими телефонами из стороны в сторону размахивают, потому что реально хочется снять все. Тут столько деталей, и глаз за все это цепляется, ты просто не знаешь вообще, куда смотреть. И ты такой: о, я сниму все и потом пересмотрю. Мне Мав тут экскурсоводом работает, рассказывает вот про эту картину, что это финальный этап хаджа, еще не знаю, начитанный такой. А я пришла, просто смотрю, мне красиво, ничего не знаю. Мав вылился в толпу и что-то там снимает. Что он там снимает? А вот эти вот маленькие комнатки, это вот ни разу то, что Мав положил мне магазинчики, тут тоже экспонаты, выставки. Можно зайти, рассмотреть. Вот мы тут посуду всякую пока не видели. Сейчас, если что интересное еще будет, я вам засниму. Это я вам снимаю просто немножечко еще так закоулочку в коне. Более таких живых, не туристических. Мав тут удумал очередную приколюху. Это говорит: что это мы вообще это? Не жили-то нормально. Блин. Ладно. Короче, расскажу заодно, как тут дела с мойками. Дела с мойками в Турции вообще прекрасны. Они недорогие. Вот это вот, например, которая с пенкой и валиками, стоит 50 лир. Вот. А так обычная в Анталии где-нибудь по 300, да, мы с тобой, по-моему, по 400. По 400 полную чистую. По 400 в Сиде и по 250 в Анталии. Понятно, в пафосной деревне Сиде все в 2 раза дороже. Ну вот, а в нормальных местах, типа Анталии, да, там совершенно меняемые деньги, около 1000 рублей даже, наверное, поменьше. Смотрите, какая красота. Ну а там была ручная мойка с натиранием воска. Весь воск. Блин, как прикольно, слушай. Ребят, я сегодня вам дорогу до Анкары не снимаю, потому что она вся вот такого вот плана. Гор очень мало, в основном равнины все зеленые. И вообще, в целом, она очень умиротворяющая. И это не то чтобы большой плюс, потому что, ну, как бы понятно, да, однообразие начинает усыплять. Поэтому тут надо быть осторожным и иметь в запасе энергетику. Я не знаю, что это такое на горизонте, но выглядит прям очень круто. Слушайте, а это реально здание. Выглядит просто отлично. Слушайте, ну вот тут вот выглядит прям вообще классно все. Прям такой город, и она огромная. А пока вы смотрите на потрясающие виды Анкары на закате, я вам расскажу, чего мы, собственно, сюда притащились. Я уже в первой части проговорила, что мы сейчас заняты попытками получить Шенген. И, как ни странно, первая попытка будет через посольство Румынии. Да, они теперь с апреля тоже выдают шенгены, и Мав предложил именно через них попытаться получить, так сказать, быть в числе первых. В принципе, Бухарест достаточно интересный город, где есть чем заняться недельку, билеты туда недорогие, поэтому мысль весьма здравая. Ну, это все так звучит, конечно, в теории, потому что если вы почитаете комментарии,
на Google картах от турков, которые, собственно, приходят и подаются туда на визу. Я бы, например, так оптимистично не была. По моим прикидкам, 98%, что Маву завтра в визе откажут. Уж извините мне мой пессимизм. Система там особая, несмотря на то, что мы вроде как едем вместе, подавались мы отдельно в электронном формате. Есть специальный сайтик, где ты заполняешь такую форму, очень длинную форму, прикрепляешь туда все документы, и на каждого члена семьи нужно это делать отдельно. Улетают они, я так понимаю, тоже отдельно, потом по 100 раз возвращаются на уточнение. Вот у Мавы, по-моему, раза с 3-го наконец это прокатило, и рандеву ему в посольстве назначили, а у меня до сих пор, в общем, она так и висит на рассмотрении. И, как ни странно, опять же, я очень этому рада. Потому что я прочитала, опять-таки, в этих комментариях, не знаю, какая часть из них вообще соответствует действительности, о том, что там делают какую-то дичайшую вещь, о которой, если честно, я слышу впервые, что если тебе отказывают в визе, то тебе не просто возвращают пустой паспорт, ну, как обычно, что было бы логично, а лепят туда какой-то отказ. Какой отказ и в какой форме можно влепить прям паспорт, я, конечно, представляю себе с трудом, потому что, ну что, это должна быть наклеечка какая-то или, не знаю, там штампик какой-то, что это? Я впервые о таком слышу. Если вы о таком слышали, напишите, пожалуйста, в комменты. Вот, но сам факт, что, в принципе, я склонна думать, что в этом мире бывает все, а паспорт у меня, в отличие от некоторых, типа Мава, всего один. У него, да, 2, поэтому если вдруг ему один запортят, тут, ну, все не так страшно. А вот у меня один, и если что, мне придется лететь в Москву на месяц, чтобы получить другой. Естественно, я этого делать не хочу, поэтому я буду очень рада пойти во вторую очередь. А если ему завтра просто откажут, ну, так я просто не пойду и все. Заодно и визовый сбор сэкономлю. Короче, вот вам, зайки, для сравнения. Кони у нас очень пафосное место, очевидно, потому что вот этот вот номер в 4-звездочном отеле, не 3-звездочном, как мы вчера жили, стоит еще и на 200 лир в сутки дешевле. При этом посмотрите на все аспекты. Очень лаконичный интерьер, мне очень нравится. Телек, кстати, тут вот такой вот модный, типа в панели, вообще огонь. И офигенный вид из номера на город. Ох, ну что я скажу. Да, в столице, как ни странно, останавливаться дешевле. Ну что, снова не бальзам на мои больные уши, потому что зацените, какие здесь перепады высот. Мало того, что мы ходим туда-сюда, по сути, потому что нам сначала надо было забраться в горку, перейти на другую улицу и теперь спуститься с нее. Как вы думаете, у кого физподготовка и дыхалка не к черту? Ну, конечно же, у нас. Это, знаете, такой просто брат-близнец Тбилиси. Вот. Так еще, да, мне сейчас с ухом перепады высот, но прям моя мечта. Короче, огонь, ребята. Погодите. Вот сейчас мы еще должны повернуть направо. А, то есть нам хотя бы не вниз. Не, ну уже и на том Нет, спасибо. то есть мы вот сейчас спускаемся, а здесь мы пойдем О, в блин, горочку. тут опять подъем. А знаешь зачем? Зачем, чтобы потом спуститься? Затем, чтобы снова спуститься по такой же улице, только параллельно. Ох, ребята, как же мне вот этого всего не хватало. Знаете, в какой кухне мы сейчас? Чайниз, ребята, вот так. Ну а что, ребят, Турция, это ведь и Азия в том числе, так что все очень канонично бывает. Когда в отель заселялись, еще очень ржачный момент был. На ресепшн парень берет мой паспорт, спрашивает, а вы, говорит, из Румынии? Я говорю, почему нет? Говорю, из России. Он говорит, ну просто имя и фамилия так странно пишется. Я говорю, нет, это у нас развлекаются, типа, с транслитерацией вот так вот. Ну, смотрите, опять Румыния. Может быть, это знак? Зацените, как забавно. Только я тут разнылась, что я хочу жить в Анкаре, в Турции, а у меня тут такой прям четкий намек. А вот мап-сучок такой, тут прям у него, смотрите-ка, время поставить паруса к новому опыту, не стоит излишних предосторожностей. Что хотите сказать, что ему визу, что ли, дадут? Да не, бред какой.